ударной силой империалистической реакции является американский милитаризм, который постоянно усиливает гонку вооружений, создавая серьезную угрозу миру. Реакционные круги империализма противятся международной разрядке, нагнетают напряженность в мире. Последние четверть XX века — неспокойное, сложное, противоречивое время. Наша партия исходит из того, что пока существует империализм, остается опасность агрессивных войн. Империалистические государства стремятся к наращиванию военных приготовлений. Мы вынуждены совершенствовать свою оборону, бдительно охранять рубежи нашей Родины. Коммунистическая партия и советское правительство делают все от них зависящее, чтобы на должном уровне поддерживать обороноспособность страны, развивать и укреплять вооруженные силы. Советская армия и флот оснащаются современным вооружением и военной техникой. Наши вооруженные силы способны дать отпор любым проискам империализма. Наряду с заботой об усилении боевой мощи советских вооруженных сил большое внимание уделяется развитию и совершенствованию гражданской обороны. В настоящее время она является составной частью системы общегосударственных оборонных мероприятий. Роль гражданской обороны определяется характером сложных и разнообразных задач, которые ей придется решать в случае ракетно-ядерной войны. Основными задачами гражданской обороны являются защита населения от оружия массового поражения. Внимание! Внимание! Граждане, воздушная тревога! Внимание! Внимание! Повышение устойчивости работы объектов народного хозяйства в военное время. Организация и проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения. Для решения задач гражданской обороны требуется проведение комплекса различных работ. Заблаговременно проводятся строительство защитных сооружений и другие инженерно-технические мероприятия, повышающие устойчивость функционирования объектов народного хозяйства в военное время. Обучение всего населения. И специальная подготовка сил гражданской обороны, имеющая целью повысить их готовность к действиям в очагах массового поражения. В условиях угрозы нападения противника приводятся в готовность имеющиеся защитные сооружения и при необходимости дополнительно строятся укрытия. Осуществляются необходимые мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта. Проводится рассредоточение рабочих и служащих и эвакуация остального населения всеми видами транспорта и пешим порядком. Граждане
гражданам выдают средства индивидуальной защиты. Приводится в готовность невоенизированное формирование объекта. Основными силами гражданской обороны являются невоенизированные формирования. Они комплектуются из рабочих, колхозников и служащих, а также из неработающего трудоспособного населения. Формирования, кроме выполнения спасательных работ в очагах поражения, могут использоваться для ликвидации последствий стихийных бедствий в мирное время. С возникновением угрозы нападения противника выставляются посты радиационного и химического наблюдения. Разведывательные группы и звенья, обеспечивая действия сил гражданской обороны, первыми приступают к работе в очагах поражения. Медицинские формирования оказывают первую медицинскую помощь пострадавшим и эвакуируют их. Спасательные отряды и команды выполняют свои задачи и в зависимости от обстановки взаимодействуют с другими формированиями. Противопожарные формирования локализуют и тушат пожары, создавая условия для проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ. Аварийно-технические команды и группы локализуют и ликвидируют аварии на энергетических и инженерных сетях. Противорадиационные, противохимические команды и группы ликвидируют последствия радиоактивного и химического заражения. Формирования связи обеспечивают устойчивую связь и устраняют аварии на поврежденных линиях. При необходимости, в зависимости от специфики объекта, могут создаваться и другие формирования. Успех действий формирований зависит от их подготовки в мирное время.